Привет, поклонники Ким Тэ Хёна по всему миру. Прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео. Пусть всех, кто сегодня поставил лайк, благословят здоровьем, миром и всем хорошим в жизни. Итак, сегодня наша история начинается не с внимания публики или блеска популярности. Она начинается с молчания. С того момента, как Бан Си Хёк, человек, стоящий за успехом BTS, наконец-то высказался по одному из наименее обсуждаемых, но самых важных вопросов – их безопасности. Заявление Бан Си Хёка не было безосновательным. Оно было вызвано реальным инцидентом, произошедшим в феврале 2026 года в Сеуле, утром, которое поначалу казалось обычным, но превратилось в критический момент для Ким Тэ Хёна. В аэропорту, который должен был быть стерильным и контролируемым, толпа внезапно увеличилась, расстояние исчезло, и давление толпы нарастало в считанные секунды. Это были не сплетни, не искусственно созданная сенсация, а реальная ситуация, когда безопасность мировой фигуры действительно оказалась под угрозой, за которой наблюдали миллионы людей по всему миру. На фотографиях и видео, быстро распространившихся по различным мировым платформам, Ким Тэ Хён был замечен идущим в плотном кругу фанатов и фотографов. На нем была яркая красная куртка, серая вязаная шапка и черная маска. Но мир быстро понял, что внешний вид – не главное. Многих поразила атмосфера вокруг него, плотная толпа, почти незаметное расстояние между ними и давление толпы, которое усиливалось с каждым его шагом. Охрана Ким Тэ Хёна казалась гораздо более строгой, чем обычно. Сотрудники и менеджеры выстроились в плотную линию, выступая в качестве живого щита, чтобы сдержать надвигающуюся волну людей. Стандартные протоколы безопасности классифицируют такие условия, как высокий риск, с потенциальной опасностью падений, одышки и угроз, которые не всегда видны невооруженным глазом. Каждый шаг Ким Тэ Хёна перестал быть просто переходом и превратился в попытку оставаться в безопасности под неконтролируемым коллективным давлением. На фоне все более напряженной ситуации мир стал свидетелем небольшого момента, который потряс всеобщие эмоции. Ким Тэ Хён медленно опустил руку в мягком жесте, без слов, беззвучно и драматично. Универсальный жест, призывающий к спокойствию и дистанции. Этот простой жест стал мощным символом, демонстрирующим, что даже в условиях риска он все еще заботится о безопасности окружающих. Напряжение достигло нового уровня, когда в разгар хаоса репортер диспетча в прямом эфире раскрыл шокирующий факт. Он заявил, что кто-то проник в зону для СМИ, притворившись журналистом, но на самом деле являясь фанатом. Это нарушение было не просто нарушением этических норм, а серьезной угрозой для системы безопасности. Аналитики считают, что подобный инцидент мог стать ключевым фактором, спровоцировавшим опасную ситуацию, вышедшую из-под контроля. Понимая, что ситуация становится все более опасной, менеджер Ким Тэ Хёна принял быстрое и решительное решение. Не дожидаясь эскалации ситуации, без компромиссов, Тэ Хёна немедленно сопроводили к машине охраны. Этот шаг впоследствии был высоко оценен многими СМИ как решающее решение, предотвратившее наихудший возможный исход. В течение нескольких минут ситуация, которая едва не вышла из-под контроля, наконец, была урегулирована. Но за всем этим напряжением скрывалось одно, что поразило многих. Под давлением толпы, в центре внимания и очевидной угрозы своей безопасности выражение лица Ким Тэ Хёна оставалось спокойным. Не было ни признаков паники, ни признаков гнева. Мир всегда знал лишь его легкую улыбку, которая, казалось, передавала его силу, даже когда обстоятельства были против него. Этот момент стал важным событием в индустрии развлечений. Наблюдатели отметили, что Ким Тэ Хён – один из самых популярных артистов в мире сегодня. Его популярность выходит за рамки национальных границ, возраста и культуры. Но именно поэтому каждое публичное выступление сопряжено с гораздо большим риском, если оно не уравновешивается коллективной дисциплиной и строгой системой безопасности. Через несколько дней после инцидента молчание, наконец, было нарушено. Бан Си Хёк, который ранее предпочитал хранить молчание, выступил с заявлением, которое вызвало широкий резонанс. Он подчеркнул, что инцидент в феврале 2026 года был не просто инцидентом, а суровым предупреждением для всех сторон.
Безопасность Ким Тэ-хёна и всех участников BTS, заявил он, является абсолютным приоритетом. Это не только ответственность менеджмента, но и общая ответственность индустрии, СМИ и поклонников по всему миру. В своем заявлении Бан Си-хёк говорил не как крупный продюсер или деятель индустрии, а как человек, понимающий бремя славы. Он подчеркнул, что артисты BTS долгое время жили под пристальным вниманием публики, и их безопасность больше не должна считаться второстепенной. Популярность, утверждал он, не должна покупаться страхом или риском для жизни. Он также решительно заявил, что любовь фанатов, какой бы сильной она ни была, должна иметь четкие границы. Неконтролируемое поведение, нарушение социальной дистанции или игнорирование протоколов безопасности – это не поддержка, а потенциальная опасность. Это послание было произнесено спокойно, но его смысл был пронзительным. Если мир действительно любит Ким Тэ-хёна, то он должен научиться защищать его. Это заявление мгновенно нашло отклик во всем глобальном сообществе ARMY. Социальные сети были наполнены выражениями беспокойства, размышлений и чувства вины. Многие фанаты поняли, что неконтролируемый энтузиазм может превратиться в реальную угрозу. Инцидент в феврале 2026 года стал рассматриваться не как скандал, а как поворотный момент в коллективном сознании. Для ARMY Ким Тэ-хён это больше, чем просто кумир или звезда на сцене. Он – фигура, которая дает силу, утешение и вдохновение миллионам. Именно поэтому ответственность за его защиту становится еще больше. Настоящая любовь не всегда означает быть как можно ближе, но важно уметь вовремя отступить ради безопасности. И в конечном итоге, февраль 2026 года запомнится не толпами или хаосом, а одним важным, неизбежным уроком. Мир еще не до конца научился защищать тех, кого любит больше всего. Теперь перед нами всеми стоит вопрос: когда Ким Тэ-хён снова выйдет в мир, готовы ли мы стать более зрелыми, более ответственными и более человечными фанатами? Это осознание стало ядром послания Бан Си-хёка. Он подчеркнул, что перемены не могут произойти только благодаря управлению или системам безопасности. Какими бы масштабными ни были технические приготовления, они будут тщетны, если не будут подкреплены коллективной зрелостью. Он утверждал, что современный мир развлечений вступил в фазу, когда сочувствие должно идти рука об руку с восхищением. Он также напомнил нам, что Ким Тэ-хён и другие участники BTS так много дали миру, музыку, надежду и позитивное влияние на поколение. Но они никогда не просили ничего взамен, что подразумевало бы риск для их собственной безопасности. Им нужна была не давящая толпа, а пространство, где они могли бы оставаться людьми среди славы. Для мировой индустрии развлечений инцидент в феврале 2026 года сейчас изучается как важнейший пример. Он показывает, как чрезмерная популярность может создавать опасные ситуации, если не уравновешивается строгими правилами и осведомленностью общественности. Многие начинают понимать, что защита артистов больше не является выбором, а абсолютной необходимостью. Между тем, для фанатов это послание гораздо более личное. Зрелая любовь – это не то, насколько близко мы можем стоять, а то, насколько мы можем сдерживаться. Защита Ким Тэ-хёна означает уважение границ, соблюдение правил и обеспечение того, чтобы каждый его шаг на публике был свободен от страха. И на этом история приходит к простому, но глубокому выводу. Ким Тэ-хён продолжит свой путь, мир продолжит звать его по имени, и внимание публики, вероятно, никогда не погаснет. Но теперь вопрос в руках каждого из нас. Когда это время придет, готовы ли мы стать причиной того, что он почувствует себя в безопасности, или причиной того, что ему понадобится защита? И именно в этот момент мы останавливаемся. Не для того, чтобы забыть о случившемся, а чтобы вспомнить об этом с большей зрелостью. Февраль 2026 года преподал нам один урок, который нельзя игнорировать. Ким Тэ-хён не просто звезда, которой восхищается весь мир, но и человек, которого нужно защищать. Если наша любовь действительно искренна, она выражается не в безграничном приближении к нему, а в соблюдении дистанции ради его безопасности. Потому что в конце концов популярность пройдет, внимание публики погаснет, но наша ответственность как фанатов останется навсегда. И когда мир снова позовет его по имени, пусть он почувствует не давление, а чувство безопасности.